Ультрарелигиозные люди и ортодоксальные партии, представляющие их, стали причиной того, что для 1,5-литровых бутылок депозит на переработку не был включен. В это сложно поверить, но из-за этого полигона твердых бытовых отходов в 1994 году произошла авиакатастрофа. Привет! Это Натали, Экотрипс, и я рада видеть тебя на своем канале. Сегодня я предлагаю вам задуматься о своем экоследе. Для этого давайте заглянем в наши мусорные баки. Может быть, не так. Сегодня мы с вами в Тель-Авиве, и мы попробуем утилизировать очень популярные бытовые отходы, которые наносят непоправимый вред окружающей среде. Итак, посмотрим, что это. Что у нас здесь есть? Бумага, старая обувь, батарейки, одежда, телефон, пластик, лекарственные средства и просроченные лекарственные средства, стекло. Ну что, поехали! В современном Израиле перерабатывается лишь 20% бытовых отходов, что очень низкий показатель для страны с настолько развитой экономикой. При этом Израиль занимает 2-е место в мире по производству бытового мусора на душу населения. Нужно сказать, что проблема утилизации отходов здесь стоит даже острее, чем в других странах. Хотя бы потому, что Израиль – государство с небольшой территорией, зато с одними из самых быстро высоких среди развитых стран темпов роста населения. В Израиле ежегодно производится почти 5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Речь идет об остатках пищи, бумаги, одноразовой пластиковой посуде, домашней утвари и прочем. Количество мусора на свалках растет, что приводит к увеличению выбросов токсичных газов, загрязнению воздуха и грунтовых вод. Более 80% пресной воды поступает в израильские города из подземных источников, поэтому не допустить загрязнения подземных вод жизненно необходимо. Друзья, мы с вами находимся возле контейнеров для мусора. Здесь мы можем оставить тот мусор, для которого предназначены контейнеры. Итак, начнем. Первый – это текстиль. Здесь можно оставить обувь и старую одежду. Компания говорит о том, что текстиль они сортируют. Часть обуви и одежды, которую еще можно использовать, отдают благотворительным организациям. Ту же часть, которая уже не подходит для повторного использования в качестве одежды, используют для очистки на фабриках, в гаражах и в полиграфии. Текстиль составляет около 6% бытовых отходов, а переработка текстиля может сэкономить в 15 раз больше энергии, необходимой для их размещения на свалке. Например, для производства 1 килограмма хлопка нужно около 6000 литров воды. Поэтому переработка одежды может сэкономить огромное количество воды. Кроме того, текстиль создает много экологических проблем на свалках. Синтетические ткани не разлагаются, шерсть производит метан при разложении, что способствует глобальному потеплению и изменению климата. Как видите, здесь также есть контейнер для пластика. И здесь можно оставить диски и DVD-диски. В Израиле пластиковые бутылки сортируются. Пластиковые бутылки от напитков и воды в Израиле делятся на 2 категории. Те, в стоимость которых включен депозит на переработку. Это бутылки объемом до 1,5 литров. Депозит составляет 30 огород, что эквивалентно 85 центов. Вторая категория бутылок – это те, для которых такой депозит не предусмотрен. Это 1,5-литровые бутылки. Ультрарелигиозные люди и ортодоксальные партии, представляющие их, стали причиной того, что для 1,5-литровых бутылок депозит на переработку не был включен. Почему? Большая часть ортодоксов имеет большие семьи и покупает воду только в 1,5-литровых бутылках. Но чаще всего эти семьи имеют очень маленький доход и не могут себе позволить платить больше, даже если этот депозит будет возвращен. Сбором и переработкой этих 2 категорий бутылок занимаются разные компании.
Сегодня очень небольшой процент граждан возвращает маленькие пластиковые бутылки. Бутылки из-под вина и алюминиевые банки в супермаркеты и прочие места организованного сбора. Куда отправляются все остальные емкости? Правильно, в общий мусор. Причины у такого поведения людей чисто психологические. У многих есть некое предубеждение перед таким занятием, как сдавать бутылки. В случае же с 1,5-литровыми емкостями акцент был сделан не на экономическую выгоду, а на сознательность граждан. В результате израильтяне выбрасывают в нужный контейнер более 60% 1,5-литровых бутылок. Теперь мы с вами подошли к контейнерам для стекла, для бутылок и упаковок. Итак, что у нас есть? У нас есть с вами бумага. Отправим ее в этот контейнер для бумаги. Стоит отметить, что по крайней мере в 2 отраслях по утилизации бытовых отходов Израиль преуспел. Это бумага и сточные воды. Сточные воды очищаются до чистоты питьевой воды. Следующая у нас такая баночка. Как видите, она состоит из стекла и металла. И мы это положим в разные контейнеры. В Израиле существует 2 завода по утилизации стекла. Стеклопорошок после утилизации продают в Италию и в Турцию. У нас осталась металлическая крышка, и для нее есть тоже специальный контейнер. Также металлические банки от напитков можно сдавать в магазине. В их стоимость включена стоимость залога, который вам возвращают, когда вы отдаете пустую металлическую банку. Как вы думаете, где мы с вами сейчас находимся? Как вы видите, позади меня фонтаны, площадка для отдыха и кафе. Возможно, мы в парке? А вы мне поверите, если я вам скажу, что мы находимся на полигоне твердых бытовых отходов в технопарке Хирия возле Тель-Авива? В это действительно не просто поверить, я вас понимаю. С 50-х годов здесь находился полигон твердых бытовых отходов. Тель-Авив рос, и вместе с ним росла гора мусора, слой за слоем. Весь привезенный сюда мусор не сортировался, а просто накапливался. Совсем недалеко отсюда находится международный аэропорт Бен-Гурион. В это сложно поверить, но из-за этого полигона твердых бытовых отходов в 1994 году произошла авиакатастрофа. 28 сентября 1994 года, примерно в 2 часа ночи, начинал взлет Boeing 747, чтобы увезти 420 пассажиров в Нью-Йорк. Аэропорт находится рядом с полигоном. Как известно, такие свалки привлекают огромное количество городских птиц. Когда самолет набирал высоту, 4 птицы попали в 3-й двигатель, который тут же взорвался. Еще пара пернатых попала в 4-й двигатель, однако он продолжил работать, и самолет смог приземлиться. Согласно мнению экспертов, если бы отказали оба двигателя, то избежать катастрофы бы не удалось. Вот главная страница одной из газет, вышедших на следующий день. В 1998 году было решено прекратить свозить и накапливать здесь мусор. За 47 лет своей жизни гора мусора набрала солидные параметры. 1450. Это длина, ширина, высота в метрах. Представляете? Куча мусора длиной в километр, а ее объем вообще поражает воображение. 16 миллионов кубических метров. Чтобы было наглядней, этим количеством можно 25 раз заполнить все 3 башни самого крупного торгового комплекса в Израиле Азриэли. Надо заметить, что за все годы, в которые сюда свозился мусор, никто особо не задумывался об экологии. Во время дождей просто нереальное количество мусора смывалось в речушки, которые своими водами несли его дальше, загрязняя все вокруг. В 2005 году правительство во главе с Ариэлем Шароном приняло решение об облагораживании всего этого безобразия и создании парка. Сейчас мы с вами наполним нашу reusable бутылочку водой и отправимся дальше. Ну что же, теперь мы с вами готовы продолжать наше путешествие в технопарке Хирия. Поехали! Важно помнить, что хоть мусор и закопан, но внутри горы идут химические процессы и накапливаются газы. Плюс ко всему, дождевая вода, впитываясь в гору, вполне могла привести к оползням и загрязнениям грунтовых вод.
Для начала в нее насыпали еще 10 метров слоев различных пород. Во-первых, для дополнительной нейтрализации запахов, и во-вторых, чтобы дать самим себе возможность что-то на этой горе строить. Таким образом, окончательная высота горы составила 60 метров. Чтобы вся эта куча мусора не взорвалась от образующегося внутри метана, было решено построить систему откачки газа, а энергию от его переработки направить на пользу близлежащего текстильного завода в городе Азов. С оползнями решили бороться с помощью мусора, поэтому неиспользованными и бракованными бетонными блоками, коих тут оказалось достаточно, начали укреплять террасы на склонах холма. Так появилась защита от расползания. Проблему дождевой воды решили еще проще – системой над- и подземных каналов, которые собирают все остатки в красивое озеро, которое, кстати, изолировано от самой горы. Вокруг водоема разбили шикарный зеленый парк с террасными дорожками, лавочками, деревцами и цветочками. Это самый большой парк в Израиле. Чтобы вы могли себе представить, что такое самый большой, его размер 8 квадратных километров. Это в 2 раза больше, чем центральный парк в Нью-Йорке, и это ровно столько, сколько занимает город Бат-Ям. Сегодня сюда по-прежнему привозят мусор. Ежедневно 1000 грузовиков доставляют порядка 3000 тонн мусора с 30 близлежащих городов и поселков. Жидкие отходы сливаются в специальные баки, откуда выкачан кислород и происходит разложение органики, и как следствие образуются газы, которые используются для различных целей. Некоторое количество мусора поступает на завод РДФ. Там он превращается в особое топливо, которое используется цементным заводом, тем самым сокращая использование угля и природного газа. Остальной мусор тут же перегружается в еще большие грузовики и увозится на юг, где 80% закапывается и 20% перерабатывается. Сейчас в Израиле строится завод, который будет превращать мусор в электроэнергию. Согласно расчетам, электростанция должна быть построена в течение 5 лет. Министерство охраны окружающей среды поставило задачу в 2030 году 50% отходов будет переработано, 26% будут захоронены, 23% пущены на производство энергии. Одним из наиболее выгодных дел в переработке отходов считается сбор и сдача отработавших свое обычных батареек, так как они содержат свинец и целый ряд ценных металлов. Цена 1 тонны таких батареек колеблется от 5 до 15 тысяч шекелей. Но в Израиле, в отличие от других стран, в год собирают не больше 150 тонн отработанных батареек. Батарейки можно сдать в офисах, школах и супермаркетах. В 2012 году был принят закон, согласно которому любой торговец электротоваров должен помочь покупателю избавиться от отслужившей свое вещи. Скажем, если вы купили новую стиральную машину, продавец обязан не только привезти вам ее, но и по первому вашему требованию совершенно бесплатно вывести старую из квартиры и не выбросить на помойку, а сдать на одно из действующих в стране предприятий по утилизации бытовых отходов. На этих предприятиях техника сортируется, разбирается и затем штампуется в виде лома. Еще одна любопытная деталь. Вопреки распространенному мнению, немалая часть собранного в Израиле металлолома идет не на экспорт, а используется для нужд местной, в том числе и оборонной промышленности. Также в стране существуют пункты сбора отслужившей свое техники. Например, здесь можно сдать мобильный телефон. Неиспользованные лекарства, которые многие беспечно отправляют в мусорный бак, являются опаснейшими загрязнителями почв и вод. Каждый год в Израиле сотни тысяч лекарственных препаратов выбрасываются в мусорное ведро. Существует 2 вида лекарственных средств, которые становятся ненужными. Первые, у которых истек срок годности. Вторые, просто стали не нужны в связи с выздоровлением либо изменением в лечении. Лекарства с истекшим сроком давности можно сдать в медицинские центры, как мы это сейчас с вами сделаем в этом медицинском центре Макаби. Все еще пригодные к использованию, но ставшие ненужными лекарства можно отдавать благотворительным организациям. Есть много людей, которые нуждаются в лекарствах, и из-за своего финансового состояния им трудно платить за них. Особенно те, кто нуждается в большом количестве лекарств, предназначенных для лечения хронических заболеваний.
большинство из этих людей пожилые. Именно в этом центре мы с вами сможем отдать все еще хорошие, все еще пригодные к использованию лекарства, которые стали не нужны мне. Цель этого уникального социального проекта – связать друг с другом людей, создавая тем самым платформу для взаимодействия. Мы сами должны стараться сокращать количество мусора, которое мы выбрасываем, и сортировать тот мусор, который у нас есть. И знаете, что важно? Помнить, что каждая вещь, которую мы выбрасываем, продолжает существовать даже после того, как мы о ней забыли. И знаете, это наша с вами ответственность минимизировать ее вредное воздействие на окружающую среду. Подписывайтесь на мой канал, чтобы продолжать эко-путешествия вместе со мной. Пока-пока!